Всем привет, это канал Workshop Customs. И это вторая часть обзора на новый серийный страйкбольный пистолет-пулемет от компании LCT. В этой серии я постараюсь максимально подробно остановиться на боди, на внутренностях, на рукоятке и на магазинах. Сколько всего будет серий, я пока не знаю, но хочется одновременно и рассказать максимально подробно, и в то же время не отнимать у вас слишком много времени. Итак, погнали! Начнем по порядку, а именно с боди. Боди изготовлен из стали, слева есть крепление по типу ласточкин хвост. Сам по себе боди стандартный, но за некоторыми исключениями. Одно из исключений заключается в том, что он на 23 мм короче, чем у остальной линейки АК. Общая длина здесь составляет 226 мм. Если говорить о копийности, то у оригинала длина ствольной коробки 223 мм. Вследствие этого стандартное крепление приклада здесь отсутствует. Как вы видите, привычного фиксатора приклада в сложенном положении здесь нет. Также, если вы обратите внимание, ствольная муфта в этом месте немного увеличена, как и у оригинала. Гирбокс здесь стоит стандартный, третьей серии. Я не буду заострять на нем ваше внимание, так как здесь нет никаких сюрпризов, он стандартный, как и во всей линейке АК от компании LCT. Хоп-ап стандартный, за исключением конструкции его регулировки, здесь она немного отличается. Вместо привычного нам рычажка на хоп-апе есть небольшой ползунок. Именно в нем и кроется одна из проблем неудобства его регулировки. Если вы захотите его отрегулировать, то просто двинуть шторку и произвести регулировку у вас не получится. Вам необходимо будет открыть крышку ствольной коробки и произвести регулировку. Вот тот самый рычажок. Проводка жесткая, без изысков, то есть ни электронного ключа, ни предохранителя здесь нет. Разъем под элементы питания классический мини-тами. Если вы не планируете тюнить этот ПП, то вам вполне хватит аккумуляторов с вольтажом 7,4 вольта. Под крышку ствольной коробки хорошо влезает аккумулятор с размерами 128 на 20 на 13. Это габариты аккумулятора от компании Airsoft Rus под индексом ASR19. У меня, к сожалению, сейчас нет его на руках, зато есть похожий аккумулятор с индексом ASR20 и размерами 186 на 17 на 13. Он прекрасно влезает в газовую трубу. Внутренний стволик стандартный, латунный, но более короткий. Его длина составляет 255 мм, диаметр 6,02. Кстати, здесь есть один небольшой приятный сюрприз, а именно небольшая металлическая втулка, которая позволяет отцентровать внутренний стволик во внешнем стволе и предотвратить любой люфт. Вот та самая металлическая вставка. Мотор здесь также стандартный, средней мощности, пружина номиналом 120-130 метров в секунду взводит достаточно уверенно. Пистолетная рукоятка очень удобная и очень эргономичная. Это очень нетипично для компании LCT, так как обычно в комплекте поставки идет вот такая невзрачная, с тонким пластиком, очень неудобная рукоятка, которую хочется сразу снять и выкинуть. Материал изготовления у нашей реплики – это пластик. Для сравнения я нашел оригинальную рукоятку. Как вы видите, материал очень похожий, но формы более угловатые и более прямые. Сама по себе рукоятка шире за счет того отпечатка, который на нее накладывает габариты моторной рамы. Но в целом компания LCT постаралась максимально точно повторить форму оригинальной рукоятки. Нижняя часть у реплики и у оригинала тоже очень похожа, но с небольшим смещением к центру. Рукоятка снимается достаточно легко. Как обычно, вам необходимо открутить центральный винт. Также здесь есть небольшая пластинка. Она немного центрует рукоятку на боди и служит для
большей копильности к оригиналу, так как на оригинале тоже есть подобная пластинка. Магазины механические, соединены между собой стальной спаркой. Сами магазины поставляются вот в таком блистере, здесь даже есть по-русски слово «Витязь». Магазины можно расцепить, только будьте аккуратны, так как на спарке есть необработанные края, поэтому вы можете очень сильно поцарапать сам пластик на магазине. Магазины изготовлены из пластика, пластик сам по себе хорошего качества, но достаточно тонкий. При снятии со спарки на магазинах остаются приличные царапины. Но тут все понятно, так как это все-таки не армированный сталью полиамид, как на боевом пистолете-пулемете. По заверению производителя вместительность магазина 50 шаров. Здесь у меня ровно 50 шаров, ни больше, ни меньше. Давайте проверим. Последний шар самый трудный, поэтому сунем его вручную. Как вы видите, магазин вмещает ровно 50 шаров, поэтому производитель нас не обманул. Многие задаются вопросом, насколько стабильная подача в магазинах от компании LCT. Давайте проведем небольшой эксперимент и произведем контрольный отстрел. Перед вами 5 новых магазинов из той первой партии, которая попала к нам в Москву через компанию Airsoft Rus. Стрелять мы будем из шаров Mad Bull 0,20 грамм и шаров компании CRC 0,25 грамм. Для чистоты эксперимента шары в магазинах засунуты в перемешку. Приступим. Как вы видите, результат налицо. Разборка магазинов очень простая. Здесь есть два пина, которые нужно предварительно выбить. После того, как вы их выбили, вытаскиваем их, немного нажимаем снизу и вытаскиваем сам магазин. Пятка также съемная. Сам магазин разборный, что очень удобно, если нужно его почистить. Для сравнения размеров, а также внешнего исполнения я нашел оригинальный магазин. Как вы видите, у реплики магазин более шире, формы более угловатые. Шрифт маркировки калибра отличается. Также у реплики нету клейма завода-изготовителя. Если говорить о длине, то оригинальный магазин длиннее, чем реплика, примерно на 10 мм. Это перепил с боевого с оригинальным донцем. Если их сравнивать, то тут тоже есть отличия. Главное отличие заключается в том, что форма другая, а также есть необработанные края. Если сравнивать этот магазин с магазином от MP5, то он более длинный и более широкий. Магазины примыкаются не так, как у АК серии. Для поклонников АК это очень необычно. Так как в классическом варианте вам необходимо передним зубом магазина попасть вот в этот паз и только после этого примкнуть его. При отсутствии должной сноровки это с первого раза может не получиться. В нашем же случае все очень удобно и очень просто. Все, что вам необходимо, это попасть в магазин вот в этот магазиноприемник.
Как вы видите, это очень быстро и очень удобно. Размеры магазинов у этого пистолета-пулемета позволяют спокойно переносить их в подсумках от MP5 серии, как закрытого типа, так и открытого типа. Спарку целиком можно поместить в сдвоенный подсумок от АК. Я, конечно, ни разу не видел такого способа переноса, но тем не менее в теории это возможно. Лично в моем понимании спарка используется для оперативной смены именно первых двух магазинов, а дальше идет уже перезарядка на одинарный. Если это не так, можете меня поправить. Также в сдвоенный подсумок от АК можно поместить до 3 магазинов вот этого пистолета-пулемета. Также обратите внимание, что магазины внешне примыкаются не совсем правильно, так как вот эта линия должна полностью уйти в приемник. Это оригинальный приемник, это оригинальный магазин. В правильном виде это выглядит так. То есть здесь линия ушла, здесь линия осталась. Еще одним серьезным недостатком можно назвать сильный люфт магазинов, магазины-приемники. Это, конечно, лечится вклейкой уплотнителей либо на сами магазины, либо магазины-приемник, но сам факт он его очень огорчает. Теперь о спарке. Спарка изготовлена из стали, соединение у него заклепочное на 2 заклепки, как и на оригинале. Давайте сравним ее с оригинальной спаркой от боевого пистолета-пулемета. Как вы видите, спарка на реплике более угловатая, более грубой формы и имеет кучу необработанных мест. Внутренний объем увеличен из-за немного больших габаритов механических магазинов, поэтому взаимозаменяемость с оригинальными частями тут падает почти до нуля. Можно, конечно, обточить и сделать механические магазины более уже, но это может негативно сказаться на общей механической прочности самих магазинов. Также хочу обратить внимание, что на последних версиях спарки у боевого пистолета-пулемета в этих областях есть 6 отверстий. Сделано это, скорее всего, для уменьшения общего веса, но факт в том, что у реплики этих отверстий нет. На сегодня это все. Если вам понравилось это видео, если оно было для вас полезно, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!